В прошлый раз мы поговорили о психологии мусульманского рыцаря, заглянув в его внутренний мир с помощью Усамы ибн Мукыза. Теперь пора обратиться к его ремеслу, тем навыкам, благодаря которым Фарис был востребован и получал признание, богатство и статус. Ведь в конечном итоге рыцарь – это профессия. Да, она нередко передается по наследству, но так же, как и мастерству башмачника или каменщика, ей нужно долго учиться. Рыцарь, не бывший оруженосцем, пажом или сквайром, это не рыцарь, это сын рыцаря. Он профессионально непригоден. Джеффри Чосер прекрасно описывает ту школу, которую должен был пройти рыцарь его времени. С собой повсюду сына брал отец. Сквайр был веселый, вьюбчивый юнец, лет 20, кудрявый и румяный. Хоть молод был, он видел смерть и раны. Был высок и строен, ловок, крепок, смел. Он уж не раз ходил в чужой предел. Во Франции, Артуа и Пикардии. Он, несмотря на годы молодые, оруженосцем был и там сражался, чем милости любимой добивался. Весь день играл на флейте, он и пел, изрядно песни складывать умел. Умел читать он, рисовать, писать, на копьях биться, ловко танцевать. Он ярок, свеж был, как листок весенний. Был в талию камзол и по колени, висели рукава, скакал он смело и горцевал, красуясь то и дело. Всю ночь томясь он не смыкал очей, и меньше спал, чем в мае соловей. Таков был рыцарь Запада. Но задолго до рождения Чосера, задолго до того, как Карл Мартелл посадил своих дружинников в седло, далеко на востоке ремесло рыцаря уже сложилось и расцвело. Сегодня мы поговорим о фурусии, ремесле мусульманского рыцаря Фариса. Понятие фурусии включало в себя очень многое, но если брать только практическую прикладную сторону дела, то в него входили верховая езда и основы ветеринарии, кавалерийские сшибки на копьях, ближний бой и уход за оружием, стрельба из лука, охота, игра в конное поло и основы военного искусства. В отличие от пехотных армий Западной Европы, арабы изначально имели многочисленную кавалерию. Лишь со временем понятие фурусии распространилось и на пеший бой, и ему стали уделять достойное внимание в трактатах. Чтобы уточнить разницу, даже появилось деление – конная и пешая фурусия. Последнее название особенно занятно, поскольку в переводе с арабского «фарис» – это всадник. И пешеходное всадничество не могло не вызывать у современников улыбку. Так же, как и в Западной Европе, мастерство всадника приобрело две формы – аристократическую, элитарную и практически приземленную. Аристократический вариант фурусии – аль-фурусия аль-набила – возникла как система воспитания аббасидских принцев, а военная фурусия, аль-фарусия, аль-хабия, как система тренировки кавалерии. Одним из первых аристократической фурусии обучился третий халиф из династии аббасидов Мухаммад аль-Махди, отец знаменитого Харуна аль-Рашида. Благородная фурусия, кроме чисто практических боевых навыков, включала в себя и воспитание духа, храбрость, галантность, мужественность, щедрость. Ее традиции надолго пережили свою военную составляющую и превратились в рафинированный аристократический конный спорт, во многом предвосхитив появление венской и португальской школы верховой езды в Европе. Военная фурусия, напротив, была крайне практичной и приземленной военной дисциплиной.
По мере угасания традиционной арабской системы подготовки кочевого всадника и замены племенных ополчений на профессиональные армии возникла потребность в создании унифицированной системы подготовки всадников. Армии аббасидского халифата первоначально формировались из хорасанских рыцарей, но со временем их заменили тюрки, как свободные, так и подневольные. Система их обучения объединила в себе арабские, тюркские, персидские и византийские практики. В результате уже в середине VIII века на свет появляются первые трактаты, подробно объясняющие, как подготовить профессионального конного воина. Развитие этой литературы детально рассмотрел в своей статье Шихаб аль-Сараф, на чей авторитет я сегодня полностью и полагаюсь. Для тех, кто хочет подробнее познакомиться со статьей, я оставлю ее данные в подписи к видео. Он разделяет развитие трактатов по Фурусии на 3 этапа, которым я позволил дать себе собственное условное название. Классический период продолжался с середины VIII века до середины X века. Он связан с формированием в аббасидском халифате армии нового типа, опирающейся на регулярные войска, подчиняющиеся лично халифу. Приход к власти в X веке династии Буидов привел к угасанию традиции написания военных трактатов. Период борьбы с крестоносцами привел к возрождению рыцарской литературы, продолжавшемуся с середины XII до середины XIII века. Его финишной чертой стало монгольское вторжение, нанесшее огромный урон мусульманской письменной культуре. Последний, третий мамлюкский период, начавшийся уже в XV веке, стал эпохой наивысшего развития трактатов о Фурусии. В это время формируются стройные системы массового обучения армии, доводящие до невероятного уровня подготовку всадника и включающие в себя новые виды вооружений. Если же говорить о типологии трактатов, то их также можно разделить на 3 группы. Базовые трактаты – это в основном анонимные работы устадов, армейских инструкторов. Они написаны на основе личного практического опыта авторов, как правило, без указания источников, простым и безыскусным языком. Ученые трактаты – это сборники мнений авторитетных авторов с указанием источников информации, сравнением мнений и хорошим литературным языком. Их авторы – ученые-мужи, имеющие определенный практический опыт, но больше полагающиеся на мнение авторитетов. Популярные трактаты создавались, как правило, на продажу и были грубыми бессистемными компиляциями. Как правило, они или анонимны, или наоборот приписывались самым известным инструкторам и полководцам. Первые трактаты об искусстве верховой езды появились во второй половине VIII века и принадлежали перу исламских литераторов-интеллектуалов, а не воинов-практиков. Впрочем, знания подобных любителей зачастую были весьма глубоки. Чаще всего такие работы назывались просто книгой о лошадях – Китаб аль-Кейл. Нам известно более 20 подобных трактатов под разным авторством, но до наших дней сохранилось только 4 подобные книги. Самые ранние из них относятся к первой половине IX века. Наиболее известными являются работы Абу Убейд Мамара и Аль-Асмаи, 2 знаменитых интеллектуалов из иракской Басры. Они прославились не только своими энциклопедическими знаниями о лошадях, но и непримиримым интеллектуальным соперничеством. Время рассудило их, и в конечном итоге труд Абу Убейда стал общепризнанной классикой, легшей в основу множества других более поздних работ. На смену этим ранним трудам пришли трактаты, написанные менее учеными, но более практичными людьми, для которых лошади были профессией, а не предметом ученых дискуссий. Они больше внимания уделяли специфике выездки лошадей, лечению болезней
и грамотному подбору конской экипировки для нужд войны и мира. Самой известной работой такого рода стала книга о верховой езде и ветеринарии Ибн Адхи Хизама. Он был профессиональным берейтером во втором поколении и опирался на собственный опыт и на опыт своего отца. Хизам первый критически подошел к ветеринарным традициям своего времени. В своей книге он приводит длинный список вредоносных ветеринарных советов, популярно объясняя их последствия. Он настаивает на том, чтобы хирурги, работавшие с лошадьми, оперировали их незамедлительно, сразу по обнаружении болезни. Хизам первый требует, чтобы ветеринарные хирурги не допускались к работе, пока они не пройдут перекрестный экзамен, принимаемый признанными специалистами. Трактаты о мастерстве копья подразделяются на 4 направления. Первое – это работы, посвященные собственной технике владения копьем. Второе – это трактаты, посвященные бунуд, маневрам всадников в бою, связанные с боем на копьях. Все они были основаны всего на 2 типах движений – ударе и парировании. Но поскольку они исполнялись на 4 стороны и под разными углами, количество потенциальных комбинаций действий лошади и всадника было огромным. До нас не дошли ранние трактаты по бунуд, но известно, что в аббасидскую эпоху было изобретено 150 подобных приемов. Постепенно бунуд получили собственное название, по пышности не уступающее наименованиям приемов китайских единоборств. Так, например, в египетском трактате 15 века упомянуты военный бант, смешанный бант, бант хамзы, идеальный бант, бант меча и бант красотки. Самым известным авторитетом в этой дисциплине был иракский устад 13 века Уста Барик аль-Багдади. Третьим направлением подготовки конного копейщика были учебные бои на копьях, проводившиеся 1 на 1. Высшей ступенью кавалерийских тренировок с копьем был майдан. Командные бои, проводившиеся по заранее определенным маршрутам. Для подобных тренировок использовался специальный плац, он, собственно, и назывался майдан, имевший форму листа клевера. Остатки такого огромного плаца были найдены археологами в Самаре. Первые подобные тренировки были известны еще в IX веке. К концу XIII века сирийский устад Наджм ад-Дин аль-Адхаб переработал всю систему копейной подготовки, сократив количество маневров со 150 до 72. Как ни странно, до нас не дошло ни одного специализированного трактата, посвященного обращению с мечом, самым распространенным оружием. Тем не менее, виды мечей и их особенности рассматриваются во многих общих работах. При этом до нас дошли специализированные трактаты, посвященные искусству владения булавой, оружию куда более редкому. В аббасидский период существовало 3 основных типа булав – дабус, амуд и кафиркуб. Дабус представлял собой классическую булаву, состоявшую из металлической головки на деревянной или металлической рукояти. В аббасидские времена большинство упоминаний дабус было связано с гулямами халифа. Корпус гуламов достиг расцвета в конце IX века при аббасидском халифе Абдаллахе Маттиде и был укомплектован рабами и наемниками неарабского происхождения, африканцами, курдами, но чаще всего тюрками. Дабус гулямов этого времени был довольно легким церемониальным оружием. На войне ему предпочитали тяжелый амуд или персидский боевой топор тарбазан, которые гораздо лучше подходили для борьбы с тяжеловооруженным противником. Но в X веке эти 2 оружия вытесняются более тяжелым вариантом дабуса, называемым лат.
Сам термин стал довольно расплывчатым, поскольку формы головки и рукояти стали очень разнообразными. Различные варианты даббуза становятся стандартным вооружением мусульманского фариса и приобретают широкое распространение. Амуд представлял собой длинный и тяжелый железный прут с рукоятью, похожей на китайский тьен. Он стоил дорого и был привилегией аббасидской элиты – халифов, полководцев, высших офицеров и элиты гулямов. Неповоротливость тяжелого амуда, по всей видимости, не была недостатком в руках кавалериста. Проносясь на полном скаку мимо врага, он должен был лишь точно рассчитать момент удара, не боясь ввязаться в длительный фехтовальный поединок. Так же, как его китайский аналог тьен, амуд был эффективен против знатных врагов в тяжелой броне, и его было тяжело парировать более легким мечом. Распад торговых связей на закате аббасидского халифата сделал дорогой амуд труднодоступным, и мода на него постепенно прошла. Тем не менее, он сохранился в Египте как церемониальное оружие телохранителей фатимидских халифов. В мамлюкскую эпоху о нем уже знали только из книг. Кафир-куб, то есть крушитель неверных, был простой деревянной палицей, самым демократичным оружием хорасанской кавалерии. Возможно, он был предком тренировочных палиц Нил, используемых в традиционных иракских домах силы Зурхане, хотя это только мои догадки. К концу IX века кафир-куб безнадежно устарел и исчез. Трактаты о булаве появляются довольно поздно, во второй половине XII, первой половине XIII века. Вполне возможно, что их популярность была связана с более тяжелым вооружением крестоносцев, хотя многие исследования отрицают подобную разницу. Самым ранним является анонимный сирийский трактат XII века, представляющий 35 кавалерийских маневров в бунт с использованием булавы. Первая часть трактата посвящена маневрам лошади, а вторая, собственно, технике нанесения ударов. Расцвет литературы о булаве приходится уже на мамлюкский период, на 15 век. Трактаты о стрельбе из лука стремительно набирали популярность и к 15 веку уже составляют 2/3 всей литературы об обращении с оружием. Читать их зачастую было нелегко даже современникам из-за постоянной путаницы в терминологии. Даже такой авторитетный эксперт-лучник, как Аль-Хикми, не решался комментировать многие тексты, потому что не был уверен, что правильно понимает их терминологию. Отчасти это было связано с тем, что все трактаты говорят исключительно о рекурсивном композитном луке, в то время как арабская терминология сложилась в гораздо более раннюю эпоху господства простого деревянного лука. На страницах многих трактатов эти две традиции сливались, только усиливая путаницу. Первая, Имад аль-Рами, имамы стрельбы из лука, появляются уже в аббасидский период. Они происходили в основном из Ирака и Хорасана. Абу аль-Фав Саид аль-Самарканди, величайший из них, был рожден в Багдаде в середине IX века в семье халифского гуляма и привратника. Он прославился своим владением техникой ихтиляс, когда воин натягивает лук наполовину, быстро прицеливается и резким рывком до полного натяжения выпускает стрелу. Выпущенная подобным образом стрела была способна пробивать доспехи. Наиболее авторитетными авторами в эпоху крестовых походов становятся следующие три школы. Первая, основанная в VIII веке Аль-Баварди, опиралась на древние традиции сасанидского Ирана и отдавала предпочтение подготовке пехотного стрелка. Школа Аль-Балхи продолжала хорасанские традиции эпохи аббасидов, сочетавшие в себе как пешую, так и конную стрельбу. Школа Аль-Шака Аль-Рафа процветала в Ираке в первой половине IX века
и стала известна как Срединная школа, объединяющая традиции двух предыдущих школ. В эпоху крестовых походов происходит унификация приемов стрельбы, основанная на унификации самого лука. Сирийские буриды, столь любимые Усамой ибн Кызом, начинают в Дамаске массовое производство таких новых универсальных боевых луков. Здесь же, в Дамаске, появляются поэтические наставления по стрельбе из такого лука, содержание которых было зашифровано и недоступно пониманию без дополнительных разъяснений. Автором самого известного из них был Салих аль-Шагури, прославившийся тем, что в 1158 году вызвал на состязание каирских лучников и прилюдно доказал превосходство дамасской школы. Своего пика производство дамасских луков достигло уже в аюбитский период. Особенно интересны появившиеся в XIII веке магрибские трактаты о стрельбе из лука. Андалузский автор Абу Бакр аль-Хави и марокканец Абу Мухаммад ибн Мамун горячо пропагандируют в них стрельбу из лука в своем регионе, ибо на Западе в это время господствует не лук, а, как ни странно, европейский арбалет. Самый ранний мусульманский трактат по управлению войсками относится к середине VIII века и был написан секретарем, катибом прославленного амиядского халифа Ибн аль-Надимом в виде короткой докладной записки. Судя по всему, столь краткое изложение военного дела не помогло, и в правлении аббасидского халифа Аль-Мамуна появляется поистине фундаментальный военный трактат Аль-Масуди. Он состоял из 76 глав и рассматривал 150 различных вопросов войны. Особенно примечателен анонимный трактат конца IX – начала X века Китаб аль-Хайял. Это компиляция оригинальных арабских текстов, содержавшая, кроме всего прочего, первое в арабской литературе упоминание зажигательных снарядов. При этом автор объявляет, что все военные хитрости, описанные в книге, взяты из древнегреческого текста, найденного в Александрии под камнями мостовой и содержавшего мудрость самого Александра Македонского. Подобная апелляция к античности не должна удивлять. Жанр трактатов об организации и управлении войсками пришел к арабам из Византии. Так, например, уроженец Дамаска Аль-Аксаи в своей работе «Китаб аль-Бунт» активно цитирует Полибия и Энея Тактика, дополняя их военной мудростью иранских сасанидов. А мамлюкский автор XIV века Ибн Мангли в своем трактате о вопросах войны широко цитирует тактику византийского императора Льва и стратегикон Маврикия. При этом не следует думать, что мусульманские военные трактаты являются плагиатом античных работ. Их оригинальность заключается как раз в том, что они объединяют в себе множество различных традиций. На страницах одной книги мы можем прочесть о военных хитростях ансаров пророка Мухаммеда, иранских шахиншахов и византийских императоров. Здесь я позволю себе прекратить дозволенные речи, боясь, что рассказом об искусстве конного пола я отпугну своих последних слушателей. Как мне кажется, я смог в общих чертах описать богатство рыцарских наук ислама. Если эта тема вас заинтересовала, мы можем погрузиться в нее глубже, рассмотрев конкретные работы и лучше подготовиться к грядущим сражениям на просторах Леванта. Жду ваших комментариев. Мир вам. Разрушитель людей. Невоспетый герой средневекового Каира.